Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня мы продолжаем знакомиться с воспоминаниями советского ветерана, который в годы Великой Отечественной войны служил наводчиком в расчете знаменитой «сорокопятки». В данном видео он расскажет о форсировании реки и удержании плацдарма. За это он получил свой первый орден Отечественной войны. Не забывайте оценить видео, а также оставить свое мнение по данному материалу. Но мы начинаем. Первый орден Отечественной войны я получил осенью 1944 года. Орден среди офицеров и солдат очень почетный, высокий по статусу, и многие мечтали получить именно его. После небольшой передышки и переформирования снова началось наступление. Батарея получила недостающие орудия до полного комплекта. Часть карабинов заменили автоматами. Наконец-то, догадались. Нужная вещь для сорокопятчиков, которые шли бок о бок с пехотой, отбивали и танковые атаки и вступали в ближний бой с немцами. В августе наши войска начали освобождение Польши. Бои шли на редкость ожесточенные. За Польшей – Германия, и немцы упорно держали этот последний форпост перед границами Рейха. Форсировали многочисленные речки, большие и малые. Стрелковый полк, в составе которого входила наша батарея, получил задачу форсировать одну из таких рек и создать небольшой плацдарм для дальнейшего наступления. Речка не очень широкая, где 60 метров в ширину, где поуже. Только не все так просто. С западной стороны высокий крутой берег, а с нашей, восточной, песчаная и галечная отмель, открытая со всех сторон. Целый день выбирали место, искали все, что могло пригодиться для переправы. Понтонов не было. Разобрали какую-то сторожку. Пилили сухие бревна, стволы деревьев и сколачивали плоты для пушек. Бойцы вязали охапки хвороста. И все это с оглядкой на небо. Вдруг появятся немецкие самолеты. В заводе нашли две спрятанные рыбаками лодки. Удача! Всю работу производили в лесу, подальше от реки. Там же, тщательно замаскированный, находился полк. Сколько на этих переправах потеряли людей. Поэтому действовали очень осторожно. Уже в темноте переправили на правый берег на найденных лодочках разведчиков и саперов. Осмотрели откосы, обезвредили несколько мин. Осторожно проверили берег и мигнули фонариком. Давайте! Первыми переправлялась усиленная пулеметами стрелковая рота, 2 минометных расчета и взвод сорокопяток. Больше к берегу никого не подпускали. Лишние люди, лишний шум. Всех перебьют на воде. Я вспоминал, что теплой, даже жаркой была-то сентябрьская ночь. Вместе с другими выгребал тяжелым самодельным веслом, упираясь сапогами в ящики со снарядами. Рядом пушка. 4 весла и руль. Медленно. Очень медленно приближался берег. Хоть и прикрывали нас десяток снайперов и разведчиков, но какой участок они могли контролировать? 200? 300 метров? Ударят с флангов скорострельные МГ-42 и поплывут по воде трупы. А тут еще, как назло, тихо не получается. С треском переломилось весло на соседнем плоту. Мат, ругань. Кто-то выпустил из рук ремень, которым держался за бревно. Забулькал, замолотил по воде ногами. «Помогите!» «Цыть!» – зашипел командир батареи, который вместе со взводным сопровождал первый орудийный взвод. На соседнем плоту тоже старательно выгребает давний приятель, земляк из Сталинграда, Коля Бажанов. Вместе на поселке Красный Октябрь жили, потом судьба раскидала по разным фронтам, а на переформировании встретились снова. Ездовые с лошадьми плывут рядом, вместе с ними Никита, по-прежнему ездовой в моем расчете. Сколько за эти месяцы бойцов потеряли, а мне и Никите пока везло. Наконец берег, полезли наверх. Немцев не слышно, хотя стрельба доносилась и справа, и слева. Правда, далеко. Бойцы догадывались, что на правом берегу торопились закрепиться передовые части соседних полков и дивизий. До утра без отдыха копали орудийные окопы, щели для укрытий. Пехота рыла свои укрепления. Сновали взад-вперед обе лодочки, подвозили оставшиеся на левом берегу дополнительные припасы, продовольствие. Я еще подумал, вот самое время перебросить весь батальон и артиллерию. Но видно, не зря такими небольшими группами занимали плацдармы. На рассвете немцы разглядели десант и сразу открыли отсеченный огонь из гаубиц по реке и песчаной отмели, где еще копошились люди, готовили к переброске оставшийся груз. Вдребезги разнесли обе лодки. На отмеле горели и взрывались ящики со снарядами, лежали несколько тел. А потом атака.
Видимо, у немцев людей на сплошную оборону не хватало, и к местам прорывов бросали мобильные группы хорошо подготовленных солдат. Не киношную атаку пришлось увидеть мне, когда цепи белогвардейцев, как на параде, идут на Анку-пулеметчицу. Здесь все было по-другому. До леса метров 400, а перед ним поле, подлесок, кусты ивника, густая непоросшая трава. Как из-под земли возникали фигуры в пятнистых куртках. Под прикрытием пулеметов, перебежками, ползком стремительно двигались вперед и тоже вели на бегу непрерывный огонь. Командир батареи был у меня новый, капитан Макарчук, из опытных вояк, с лиловым шрамом на горле. Может и голос от этого хриплый, или от водки, но командовал четко. Приказал замаскированное орудие держать наготове, но огонь ни в коем случае не открывать, только по команде. Командирам орудий, наводчикам и заряжающим быть возле пушек, а остальным вести огонь из карабинов и автоматов по атакующим немцам. Умело действовали немцы, чуть не сбросили наших в речку. Новые ручные МГ-42 головы не давали поднять, как метлой сносили брустверы плюс огонь десятков автоматов. В наших «Максимах» вода в кожухах от бешеного огня закипала. Редко, когда немцы с такой яростью кидались в лоб. Сначала артиллерией, бомбами все перепахивали, а тут атака сходу, внезапная и напористая. Тот день запомнился мне на всю жизнь. Кажется, никогда в такой тяжелой ситуации не бывал. Люди гибли один за другим. Командир пехотной роты, молодой старший лейтенант, уже достаточно повоевавший с орденом Красной Звезды, видимо, растерялся. Подбежал к капитану и закричал, размахивая пистолетом: «Бей осколочными! Видишь, немцы на шею садятся! Чего ждешь?» А командир батареи Макарчук, невзрачный, выгоревший гимнастерке, тоже с орденом и ленточками за ранение, насмешливо спросил: «Какие тебе снаряды? В роте 5 Максимов, не считая Дегтяревых. Люди в окопы попрятались. Гони их всех наверх. А пушки для танков берегу. Их Максимами не возьмешь». Старлей что-то еще доказывать пытался, но немцы зашевелились. Новая атака. Капитан автомат в руки взял и говорит: «Себе тоже найди автомат. С пистолетом не навоюешь. Все, беги к своим, а то сам твою роту под команду возьму». И сколько спокойствия и уверенности было в комбате, что я понял. Повезло нам с командиром. Отбили атаку. Старлей и его взводные заставили всех стрелять. Много у них народу погибло. Очень сильный огонь немцы вели, но отогнали фрицев. Кто посмелее из наших, смотались за трофеями, обшарили немцев, которые ближе лежали. Принесли несколько автоматов, ранцы, фляжки со шнапсом. Макарчук глянул на солдатские книжки, выдранные из петлиц эсэсовские знаки, кинжалы. Только головой покачал. Эти в покое нас не оставят. Скоро наша очередь. И действительно, через полчаса выползли 3 танка Т-4 и сходу открыли огонь по траншеям пехоты. Пушки они пока не видели. Прав был Макарчук, не открывая позиции. Все 3 сорокопятки ударили одновременно. Потом успели выпустить еще снаряда по 4 и поджечь 1 танк. 2 оставшихся, обвешанных звеньем гусениц для дополнительной защиты, перенесли огонь на батарею. Расстояние чуть больше 200. Вот и вспомнишь слова «Прощай, Родина». Я снова ловил в прицел основание башни танка, гусеницы. После нескольких снарядов танк замер, пошел дым, а рядом с соседним орудием раздался взрыв. Сорокопятку перевернуло, разбросало расчет. 2 оставшиеся пушки продолжали вести огонь. Танк, в который я попал, загорелся, а последний 3-й уполз в лес. «Коля!» — окрикнул я земляка. «Живой?» «Живой!» — отозвался Коля Бажанов. А через 10 минут близким взрывом накрыло 2-ю сорокопятку. Пригибаясь, подбежал Бажанов и 2 оставшихся бойцов из его расчета. Оглушенный взрывом кричал мне: «Принимай в свою команду! Мы теперь безлошадные!» А вскоре оторвало колесо и сплющило осколком ствол моей родной сорокопятки. Тяжело ранило 2 из расчета. Бойцов перевязали, отнесли вниз к воде, где под обрывом был устроен временный лазарет. Сели покурить. У Николая Бажанова рука пробита. Правда, кость не задела. Хлопали в разных местах противотанковые ружья, а из реки редко и равномерно били наши гаубицы. Лес невозможно было узнать. Некоторые деревья вырвало с корнем, а других остались одни голые стволы. Обгоревшие дубы растопырили во все стороны обрубленные черные ветки.
Где-то правее, километров 10, раздавались глухие взрывы. Возможно, главное направление удара развивалось там. Убитых было много, убирать не оставалось сил. Внизу, под обрывом, лежало человек 40 тяжело раненых. Из моего расчета в строю осталось трое. Я, Никита и подносчик снарядов. «Добьют нас, если вечером подмоги не будет», — как-то равнодушно проговорил комбат. «А ты, Георгий, везучий. Вокруг воронка на воронке. Пушку разнесло, а у тебя ни одной царапины». «Сплюньте, товарищ капитан», — отозвался Никита Бажанов. «А то сглазите. У Георгия сыну 4 года». «И правда», — сглазил капитан. «Только ранят меня намного позже, и надолго растянется мой обратный путь домой». Под прикрытием артиллерии и уцелевших бойцов вечером начал переправку батальон за батальоном, весь остальной полк. За взятие плацдарма, уничтожение 2 танков противника и проявленное мужество я был награжден орденом Отечественной войны 2-й степени. Война продолжалась. Снова наступление. Бои. Гибли и получали ранения люди. На их место приходили новые. Неожиданно и нелепо погиб Никита. Смелый, сообразительный солдат, но порой безбашенный. Пошел в брошенный хуторок разжиться харчами и нарвался на выходящих из окружения немцев. Тело нашли только к вечеру. Присыпанная падающим снегом замерзшая лужа крови и вырванные клочья шинели на груди. Погиб от автоматной очереди на вылет, выпущенный в спину. Выдолбили в мерзлой земле неглубокую могилу. Наскоро сколотили памятник-пирамидку. Дали залп. Прощай, Никита. Мне и Николаю Бажанову пока везло. Воевали вместе. Позже я был награжден 2-м орденом Отечественной войны и получил 3 благодарственности от Верховного Главнокомандующего Иосифа Виссарионовича Сталина. Те потертые половинки плотной бумаги с портретом Сталина ценились солдатами не меньше, чем медали, и хранятся у меня до сих пор. Вот короткий текст благодарности от Верховного. За отличные действия в боях за освобождение города Волковыска. За отличные действия при прорыве обороны противника на южной границе Восточной Пруссии. За отличные боевые действия по окружению и ликвидации окруженной группировки немецких войск юго-восточнее Берлина. Не подумайте, что хвалюсь. Просто ценю я эти благодарности. А 28 апреля 1945 года меня тяжело ранило. Только что вышли из боя, орудия еще не остыли. Наступила тишина. Весна, первые листья. Скоро войне конец. Я услышал характерный вой падающей мины. Взрыв за спиной, удар по ноге, по всему телу. И вот уже небо где-то наверху перед глазами. Не шевельнуться, не вздохнуть. Наверное, конец. Тоскливо пронеслось в голове. Не дождались меня Шура с Валеркой. И потерял сознание. Урывками вспоминал, как бегали, суетились друзья, перевязывали ногу. Николай Бажанов, земляк, друг боевой, как-то сумел убедить танкистов и подогнал танк. Надо быстрее в госпиталь, кровью истечет. И пошли госпиталя. Диагноз. Множественные слепые осколочные ранения нижней трети левой голени. А если проще, размолотило пучком осколков мышцы и кости. Операции одна за другой. Дадут передохнуть и снова режут. Что-то вычищают хирурги. Снова накладывают гипс. Ампутировать предлагали, чтобы не рисковать жизнью. Но я отказался. Сначала лежал в Германии. Как сквозь туман мелькало в памяти, как осторожно меня голову обмывала молодая медсестра. Стеснялся. А чего стесняться? Плыло все перед глазами. И тело чужое. «Ты держись, солдат», — раздался женский голос. Держался. Перевели в другой, 3-й госпиталь. И лишь 10 января 1946 года был выписан по инвалидности из госпиталя в городе Сызрань, Куйбышевской области. 8 месяцев в госпиталях пролежал. Через сколько-то дней я шел по улице небольшого донского городка Иловля. «Валерка, отец твой вернулся! Беги встречай!» — кричал кто-то. Подбежала Шура, держа сына за руку. «Валера, это же папа твой!» Помню, в доме Валера сидел у меня на коленях. Я гладил его по белобрысым волосам, раздавал нехитрые подарки. Губную гармошку, конфеты в ярких обертках, Шуре какой-то платок, что-то еще по мелочи. Я говорил и никак не мог наговориться с Шурой, а потом как-то неожиданно прилег и задремал. Сильно уставший был.
Чем закончить воспоминания о своей военной судьбе? Неделю-другую я передохнул, помог свату немного подремонтировать дом и отправился в Сталинград на свой завод баррикады. Приняли меня сразу, в тот же самый цех. Работал, приезжал в семье выловлю, а в конце 46-го перевез Шуру и сына в город, где снял маленький домишко в поселке Красный Октябрь. С год там пожили, а потом мне дали маленькую комнату в тесной трехкомнатной квартире. Печка, колонка с водой на улице. Чего еще надо в разрушенном войной городе? Живи и радуйся. Вскоре переехали соседи, и завод передал нашей семье вторую комнату, а спустя несколько лет и третью. До 1974 года я работал на заводе баррикады. Часто ездил в командировки испытывать с военными свои артиллерийские изделия, устранял неполадки, что-то улучшал. Офицеры к моему мнению прислушивались, а на доске почета завода фотография висела постоянно. Часто приходил к нам в гости с семьей мой однополчанин Николай Бажанов. Давала знать о себе нога, в которой так и остался довольно крупный осколок. Хирурги решили, что трогать его не надо. Никакими привилегиями я не пользовался, работал в 2 смены. А когда приходил, то Шура всегда готовила мне тазик с теплой водой, отогревала, растирала натруженную за смену ногу, которая так и не зажила. С меня то снимали, то заново давали инвалидность. В конце концов надоели хождение по больницам. И так проживу. Георгий Петрович Романов умер, прожив с женой Александрой Ивановной долгую жизнь, 56 лет. Лежат они рядом на Краснооктябрьском кладбище. Вечный вам покой.